Главные новости сегодняшнего дня. Пресненский суд города Москвы арестовал оперную певицу Марию Максакову по обвинению в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. Суд избрал в отношении Марии Максаковой меру пресечения в виде заключения под стражу. Она обвиняется по части 2 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации. В случае признания виновной Марии Максаковой ей грозит до 6 лет лишения свободы. Известный певец и сотрудник комитета Александр Розенбаум стал дедушкой в 4-й раз. Его старшая дочь подарила известному музыканту сразу 2 внуков – Данилу и Андрея. По данным на 2024 год у Александра Яковлевича 4 внука, все мальчики. Известный актер и член организации Александр Балуев, на которого совсем недавно было совершено покушение, по-прежнему находится в тяжелом состоянии здоровья и готовится к 2 срочным операциям. Одна из них – операция на сердце, а вторая – по замене тазобедренного сустава. Отметим, что на Александра Николаевича Балуева несколько дней назад во время важной проверки было совершено нападение в 30 километрах от столицы Мордовии, города Саранска. Генеральная прокуратура Российской Федерации арестовала музыкальную компанию известного артиста Александра Реввы на 24 миллиона рублей. Также отмечается, что у музыкальной компании Александра Реввы на сегодняшний момент есть еще 7 крупных долгов перед государством, общая сумма которых составляет почти 115 миллионов рублей. Известная советская, грузинская и российская певица Тамара Гвердцители, которая совсем недавно отметила 62-й день рождения, сообщает о завершении творческой музыкальной карьеры. По словам Тамары Михайловны Гвердцители, данное решение далось ей очень нелегко. Оно в первую очередь связано с резким ухудшением состояния здоровья и колоссальным несчастьем, которое произошло совсем недавно в семье артистки. У Тамары Гвердцители скончалась мама. У Тамары Михайловны была очень тесная связь со своей матерью. Это произошло еще в 2022 году, однако известная артистка до сих пор не может прийти в себя после пережитой драмы. Наступил самый счастливый день для всех поклонников творчества известного актера Сергея Бодрова-младшего, который с 2002 года считался пропавшим без вести. Сергея Сергеевича Бодрова нашли еще в июле этого года недалеко от Кармаданского ущелья в результате поисково-спасательной операции, организованной антикоррупционным комитетом. После нескольких месяцев лечения и восстановления здоровья артиста, вчера вечером Сергей Бодров в сопровождении семьи, отца и медицинского персонала тайно вернулся в Москву. Как заявляют лечащие врачи, у Сергея Бодрова-младшего серьезно нарушены речь, память и пострадала нервная система в результате колоссальных психологических стрессов. Поэтому Сергею Бодрову-младшему пока противопоказаны публичные встречи. В первом интервью отец актера, кинорежиссер Сергей Бодров-старший заявил, что его сын уже вряд ли будет заниматься кинодеятельностью. Он будет находиться под непрестанным вниманием врачей и не будет принимать участие в публичных мероприятиях. По словам Сергея Бодрова-старшего, психика и нервная система его сына серьезно пострадала, и любые публичные мероприятия могут привести к непредсказуемым последствиям. Цитата: «Сергей изменился не только внешне, но и внутренне. Даже я, родной отец, пока не могу до конца понять своего сына. Сергей пока не осознает, в каком реальном времени он находится, не помнит произошедших событий, плохо узнает своих родных, близких и семью, поэтому любое публичное общение ему противопоказано», говорит Сергей Бодров-старший.
Лучшие российские медики спасли жизнь известному советскому и российскому актеру Василию Ливанову. Сегодня рано утром Василию Борисовичу Ливанову в связи с чрезвычайной ситуацией провели экстренную операцию. Тромб закупорил артерию руки известного артиста, и было принято решение о срочной операции 90-летнего Василия Ливанова. По словам врачей, операция прошла успешно, и Василий Борисович Ливанов будет восстанавливаться в больнице несколько дней, после чего будет отпущен домой. Российская и узбекская актриса Халима Ибрагимова скончалась в возрасте 45 лет после неудачной медицинской операции после резекции желудка. Халима Ибрагимова много лет работала в театре-студии, а телезрителям она известна ролями в таком киносериале, как «Универ. Новая общага» и «Пленница кувшина». Центральные СМИ сообщают трагические новости о семье известной украинской, советской и российской певицы Софии Ротару. За последние 2 года Софья Михайловна Ротару перенесла немало драматических событий. Зрители с очень большим стажем могут помнить, что еще год назад трагически ушел из жизни по решению американского суда родной внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко, а сын Софьи Михайловны длительное время находился под арестом. Внук Софьи Михайловны Ротару был известным криминальным авторитетом. Еще летом 2022 года его разыскивала полиция не только Украины, но и стран Европы. И американский суд приговорил Анатолия Евдокименко к высшей мере наказания. Ну а вчера вечером стала известна еще одна трагическая новость в семье Софии Ротару. Несколько дней назад в результате долгого и тяжелого заболевания ушла из жизни родная старшая сестра Софьи Михайловны Ротару Зинаида Михайловна Ротарь, которая была старше Софии Ротару на 4 года. Однако в связи с тем, что Софья Михайловна в последние годы находилась в напряженных отношениях с Зинаидой, известная артистка не приехала на похороны своей старшей сестры. Зинаида Ротарь не была артисткой, как Софья Михайловна Ротару, и всю жизнь прожила в украинской деревне. Сегодня свой день рождения отмечают несколько известных артистов: Амаяк Акопян и певица Таисия Повалий. Амаяку Акопяну исполняется 68 лет, а Таисии Повалий 60. Помимо этого, сегодня день памяти известного российского актера Дмитрия Марьянова, который ушел из жизни в 2017 году. Дмитрию Юрьевичу Марьянову могло бы исполниться 55 лет. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления сотрудникам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.